Морские глубины – это отдельный удивительный мир, в котором, как и на суше, разворачивается постоянная борьба за выживание. В толще воды обитает множество опасных и агрессивных существ, которые не терпят гостей и конкурентов. Но одному чужеземцу удалось занять прочное место в экосистеме. В его арсенале высокая скорость, невероятная гибкость и крайне действенный яд, который позволяет усмирить даже зубастых подводных монстров. Привет, друзья! Вы на канале Время с пользой, и сегодня речь пойдет об одной из самых ядовитых змей в мире. Встречайте, морской крайт. Уже видный морской крайт или желтогубый плоскохвост – довольно необычный представитель подсемейства морских змей, большинство из которых всю жизнь проводят под водой, и лишь плоскохвосты ведут полуводный образ жизни. Тем не менее, они превосходно адаптированы к плаванию. Несмотря на длину тела до 1,5, а иногда даже 2 метров, толщина крайта не превышает 8 сантиметров, что придает ему невероятную гибкость. А сплющенный словно весло хвост делает его обладателя превосходным пловцом. Эти змеи обитают в прибрежных водах восточной части Индийского и западной части Тихого океанов, предпочитая коралловые рифы и скалистые берега. Взрослые особи проводят на суше почти половину жизни, но охотятся они исключительно под водой. Особым аппетитом отличаются самки. Они заметно крупнее самцов и предпочитают промышлять на большей глубине, выбирая более крупную и опасную добычу. Несмотря на маневренность, змее не хватает скорости, чтобы догнать быстрых рыб. Но стройное гибкое тело позволяет проникать в самые укромные места. Ни одна подводная пещера не остается без внимания. Но помимо безобидных рыбешек, там может укрываться не самая дружелюбная добыча. Это мурена – скрытный охотник с огромными острыми зубами, которые могут запросто перекусить палец любопытного дайвера и даже удержать небольшую акулу. Но этот грозный хищник – основной объект охоты плоскохвоста. Соблюдая осторожность, крайт выбирает момент и наносит молниеносный удар. Его главное оружие – невероятно сильный яд, который за считанные секунды парализует жертву. Несмотря на размеры, мурена все равно будет проглочена целиком. Но после такой плотной трапезы о былой гибкости не может быть и речи. Поэтому успешный охотник отправится на сушу, где в течение нескольких недель будет переваривать свой обед. Токсины плоскохвоста в 10 раз сильнее, чем у самой ядовитой гремучей змеи. Потребность в таком оружии обусловлена тем, что рыбы и другие хладнокровные животные менее восприимчивы к яду. Сильнодействующий нейротоксин вызывает паралич скелетных и дыхательных мышц. В результате жертва погибает от остановки дыхания. За годы эволюции многие виды мурен выработали заметную устойчивость даже к такому смертоносному яду. В краях, где плоскохвост является эндемиком, его потенциальная жертва может без последствий перенести дозу в 75 мг на килограмм веса. В то время как неприспособленным особям достаточно даже тысячной доли этого значения. Поэтому не всегда удается провести быструю и эффективную атаку. Порой схватка принимает крайне стремительный характер, и непонятно, кто выйдет из нее победителем, ведь укус каждого из соперников может стать фатальным. Иногда добыча настолько огромна, что попросту не влазит даже в столь растяжимую пасть. Змея не теряет надежды и до последнего пытается проглотить мурену, но законы физики оказываются сильнее, и по прошествии нескольких минут плоскохвост все же бросает свою затею.
Морские змеи часто практикуют и совместную охоту. Пока каранксы и другие крупные рыбы прочесывают риф в поисках добычи, мелочь пугается и покидает укрытие, становясь жертвой одной из многочисленных рептилий. Исследуя расщелины в поисках добычи, змеи становятся уязвимыми, но окраска хвоста и его движения напоминают голову, поэтому многие крупные рыбы и другие подводные хищники не решаются напасть на столь ядовитое создание. Хотя иногда опасность приходит совсем с другой стороны. Легкие змеи растягиваются почти на всю длину тела, что позволяет подолгу обходиться без кислорода. Но рано или поздно Крейт вынужден всплыть на поверхность, где господствует белобрюхий орлан, вооруженный острым зрением и огромными мощными когтями. Он издалека видит потенциальную добычу и не может упустить возможность подкрепиться. В его меню входят рыбы, черепахи и даже самые ядовитые морские змеи. Одним отточенным движением пернатый охотник решает судьбу жертвы. Но даже будучи пойманной, змея не желает сдаваться, пытаясь дотянуться до своего похитителя. Один укус может в корне изменить ситуацию, но для морского обитателя это становится слишком сложной задачей. На суше змеи теряют свое проворство и перемещаются в 5 раз медленнее, чем в воде. Поэтому, чтобы не стать легкой добычей, они сразу спешат занять укрытие. В отличие от других морских змей, плоскохвостам нужна пресная вода, чтобы пить. Кроме того, это единственный род, который откладывает яйца. Остальные морские змеи живородящие, и для этого им не нужно выбираться на поверхность. К счастью, морские крайты не отличаются агрессивностью и используют свой яд лишь для охоты, поэтому случаи укуса человека крайне редки. Люди не слишком заинтересованы в добыче морских змей. В некоторых странах их употребляют в пищу и ловят ради красивой шкуры. Но чаще это лишь случайные пленники рыболовных сетей. Благодаря скрытности на суше и ловкости в воде, эти змеи стали неотъемлемой частью экосистемы, и пока их благополучию ничего не угрожает. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!